Привет! Решила поговорить на такую тему, как Лозаннский мирный договор. Лозаннский мирный договор – это мирный договор, который был заключен во время Лозаннской конференции 1922-23 годов и подписан во дворце Рюмина в Лозанне, в Швейцарии 24 июля 1923 года. Поясню, Лозаннская конференция была конференцией, которая должна была решить вопрос по переговорам, которые должны были привести к тому, чтобы заменить Северский мирный договор другим договором, так как правительство Мустафы Кемаля Ататюрка отклонило выполнять условия Северского договора. В общем, Северский договор не признавался новым правительством Мустафы Кемаля Ататюрка и Турции. Конференция открылась в ноябре 1922 года. Лозаннский мирный договор официально урегулировал конфликт, который первоначально существовал между Османской империей, Францией, Британией, Италией, Японией, Грецией, Румынией с начала Первой мировой войны. Оригинальный текст договора составлен на французском языке. Данный договор был второй попыткой установить мир после неудачного и нератифицированного Северского договора, целью которого был раздел территорий Османской империи. Северский договор был подписан в 1920 году, но позже был отвергнут турецким национальным движением, которое боролось против его условий. В результате греко-турецкой войны Измир был возвращен, и в октябре 1922 года было подписано Муданийское перемирие. Лозаннский мирный договор был ратифицирован Турцией 23 августа 1923 года, а всеми другими странами, подписавшими его 16 июля 1924 года. Он вступил в силу 6 августа 1924 года, когда ратификационные грамоты были официально сданы на хранение в Париже. Декларация об амнистии предоставляла иммунитет за преступления, совершенные в период с 1914 по 1922 год, также за геноцид армян. Историк Ханс Лукас Кизер утверждает, Лозанна молчаливо одобрила всеобъемлющую политику уничтожения различных этнических и религиозных групп. После вывода греческих войск из Малой Азии или Анатолии и изгнания османского султана турецкой армии под командованием Мустафы Кемаля Ататюрка, кемалистское правительство турецкого национального движения, базирующееся в Анкаре, отвергло территориальные потери, налагаемые Северским договором 1920 года. Северский договор был подписан Османской империей, но оставался неурегулированным. Британия стремилась подорвать турецкое влияние, однако светская кемалистская риторика ослабила некоторые опасения международного сообщества по поводу будущего армян, переживших геноцид армян 1915 года, и не только. В общем, напряжение понизилось. По Лозаннскому мирному договору, подписанному в 1923 году, Восточная Анатолия стала частью современной Турции в обмен на отказ Турции от претензий Османской империи на богатые нефтью арабские земли. Что касаемо переговоров, Мустафа Исмет Инönü был главным переговорщиком от Турции. Лорд Керзен, министр иностранных дел Великобритании, был главным переговорщиком от имени союзников, в то время как Элефтериус Кириаку Венизелос вел переговоры от имени Греции. Переговоры заняли много месяцев. 20 ноября 1922 года была открыта конференция. Договор был подписан 24 июля, после 8 месяцев напряженных переговоров. В состав делегации союзников входил адмирал США Марк Ламберт Бристоль, который занимал пост Верховного комиссара Соединенных Штатов и поддерживал усилия Турции.
состоял из 143 статей с основными разделами, включая договор, части. Сюда входили: Конвенция о турецких проливах, вопрос о торговле, статья 28 предусматривала: каждая из договаривающихся сторон признает полную отмену капитуляции Турции во всех отношениях. Соглашение, обязательные письма. Договор предусматривал независимость Турецкой Республики, а также защиту греческого православного христианского меньшинства в Турции и мусульманского меньшинства в Греции. Однако большая часть христианского населения Турции и мусульманского населения Греции уже были депортированы в соответствии с ранее подписанной Грецией и Турцией Конвенцией об обмене греческим и турецким населением. Турция официально признала потерю Кипра, судьба провинции Масул была оставлена на усмотрение Лиги наций. Турция также недвусмысленно отказалась от всех претензий на архипелаг Додеканес, который Италия была обязана вернуть Турции в соответствии со статьей 2 договора Уши в 1912 году после Итало-Турецкой войны 1911-1912 годов. Лозаннский мирный договор разграничил границы Греции, Болгарии и Турции. В частности, договор предусматривал, что все острова и другие территории в Эгейском море за пределами 3 миль от турецких берегов были переданы Греции, за исключением таких островов, как Имрос, Тенедос и Заячьи острова, статьи 6 и 12. В обеих статьях есть специальное примечание о том, что турецкий суверенитет простирается на 3 мили от берегов Малой Азии. Греческое население Имброза и Тенедоса не было включено в программу обмена населением и должно было быть защищено в соответствии с положениями о защите меньшинств Турции, статья 38. Основной вопрос о военных репарациях, которых Турция потребовала от Греции, был снят после того, как Греция согласилась уступить Караагач Турции. Турция также официально уступила все претензии на Додеканес, статья 15 Кипр, статья 20 Египет и Судан, статья 17 Сирию и Ирак, статья 3, и были установлены границы двух последних государств. Территории к югу от Сирии и Ирака, которые оставались под турецким контролем, когда 30 октября 1918 года было подписано Мудросское перемирие, не были четко определены в тексте договора. Однако определение южной границы Турции в статье 3 означало, что Турция официально уступила их. В соответствии со статьями 25 и 26 Лозаннского договора Турция официально уступила Румынии остров Ада-Кале на реке Дунай, официально признав соответствующее положение Трианонского мирного договора 1920 года. Из-за дипломатической ошибки на Берлинском конгрессе 1878 года остров технически оставался частью Османской империи. Турция также отказалась от своих привилегий в Ливии, которые были определены статьей 10 договора Уши 1912 года, в соответствии со статьей 22 Лозаннского договора 1923 года. Среди многих соглашений было отдельное соглашение с Соединенными Штатами, Честерская концессия, Честерский проект. В Соединенных Штатах против договора выступили несколько групп, в том числе Комитет против Лозаннского договора, и 18 января 1927 года Сенат Соединенных Штатов отказался ратифицировать договор. Следовательно, Турция аннулировала концессию. Турция была обязана назначить 4 европейских советников по юридическим вопросам на 5 лет. Советники должны были наблюдать за правовой реформой в Турции. Турция работала над новой турецкой конституцией и объявила о ней, а также реформировала турецкую систему правосудия, включив в нее Гражданский кодекс Швейцарии, итальянское уголовное право и немецкое коммерческое право. Приложение 8 к договору, получившее название Декларация об амнистии, предоставляло иммунитет лицам, совершившим любые преступления, связанные с политическими событиями, совершенные в период с 1914 по 1922 год. Таким образом, договор положил конец усилиям по судебному преследованию османских военных преступников за такие преступления, как геноцид армян, геноцид ассирийцев и геноцид греков, и кодифицировал безнаказанность за геноциды. Лозаннский мирный договор привел к международному признанию суверенитета новой Турецкой Республики как государства преемника Османской империи. В результате договора государственный долг Османской империи был разделен между Турцией и странами, вышедшими из состава бывшей Османской империи. Конвенция о проливах просуществовала 13 лет и была заменена Конвенцией Монтрео в 1936 году. Таможенные ограничения в договоре были вскоре переработаны. Для Греции договор положил конец импульсу, лежащему в основе
ее великой идеи представления о том, что современная Греция должна охватывать те территории Малой Азии, которые были заселены людьми, говорящими по-гречески на протяжении 3000 лет, и которые также составляли ядро Восточной Римской империи. Провинция Хатай присоединилась к Турции после референдума в 1939 году. Ллойд Джордж объявил договор подлой, трусливой и позорной капитуляции. Историк Норман Наймарк утверждает, Лозаннский договор служил ключевым международным прецедентом для перемещения населения против его воли. Историк Рональд Григор Суни утверждает, что договор по существу подтвердил эффективность депортации даже кровавых этнических чисток как потенциального решения проблем народа-населения. Thank you.